Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на январь 2025 года. Оценим, что вас ожидает, какие энергии будут преобладать и в целом, как необходимо провести этот месяц, чтобы для вас он был максимально комфортным. Если вы по каким-то причинам пропустили свои расклады на год или на другие темы и сферы жизни, то все полезные видео и ссылки на них я оставлю в первом закрепленном комментарии под данным видео. Не упустите. А мы с вами приступим. Будем смотреть, что же вас ожидает в январе. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Так, арканы перед вами, приступим. Основные энергии месяца. Здесь идет на повестке дня королева Пентаклей. Во-первых, сам по себе аркан указывает на взаимодействие женщины земной стихии, телец, дева или козерог, и ее влияние на ряд сфер вашей жизни. Но если смотреть как с позиции общей характеристики ситуации, то это желание у многих гнездоваться. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это, знаете, как такая вот позиция «все в дом, все в семью». То есть желание обустроить быт, каким-то образом, может быть, декорировать, украсить ваше жилье или провести какую-то перепланировку, может быть, ремонт или купить какие-то ценные предметы в ваш дом, будь то бытовая техника или, может быть, мебель. То есть то, что украшает и радует ваш глаз, и помимо всего прочего несет какую-то пользу. Но и помимо всего прочего, так как на колоде у нас идет аркан Отшельник, это желание сконцентрироваться на своих целях, на своих задачах. Может быть, разрабатывать какой-то проект или какую-то идею. То есть то, что касается материальных вещей, на чем вы можете заработать. Поэтому, да, действительно, будете углубляться в эту нишу. Для кого-то королева монет и отшельник будут говорить о желании, о стремлении обезопасить себя в будущем, а именно уже сейчас заработать себе на старость. Опять же, это может быть взаимодействие со страховыми компаниями, с пенсионным фондом, то есть решать с ними какие-то материальные вопросы. Работа. По восьмерке жезлов. Карта скорости, карта напора, аркан, как правило, дистанционной работы, карта коммуникации, делового общения, командировок. Будем смотреть, как он раскроется непосредственно для вас и в каком ключе зазвучит. Смотрим ситуацию для тех, кто сейчас у нас не работает, по ряду причин работать не может. Что мы видим здесь? Аркан звезда. Восьмерка жезлов и карта звезда. Это для вас неожиданная удача. А именно, то есть кто-то поможет или поспособствует увеличению социального дохода, каких-то выплат, которые вам положены. Причем вы о них могли не знать, но можете там попасть под какую-то программу финансирования или дотации. То есть здесь однозначно для вас это бонус. Еще. Если вы так или иначе, может быть, производили какой-то труд, потому что королева монеты и отшельник – это делать какие-то эксклюзивные вещи, рукотворные, может быть, характерно для ювелиров, или, может, вы там изготавливаете сумки, кошельки, какие-то вот блокноты. Да, вы не делаете это на широкие массы, может, вы делали это для своего круга знакомых, но к вам как может прийти популярность или известность, то есть о вас будут говорить и, как следствие, заказывать ваш товар. Если вы у нас являетесь соискателем, то восьмерка жезлов и аркан справедливость – это, по сути, пройти собеседование удачно и получить официальную работу, официальное трудоустройство. Если же вы уже наемный сотрудник, то восьмерка жезлов и пятерка мечей. Это ситуация конфликта или накала страстей между коллегами или между вами и руководством по причине каких-либо сплетен или дезинформации, которые по двойке мечей вам нужно будет закрыть или, так сказать, опровергнуть. Поэтому будьте сконцентрированы на этой задаче. Реже данная комбинация карт у нас может указывать на перемещение вашего офиса, вследствие каких-то геополитических изменений, может быть, обострение военных действий, еще там может быть какая-то ситуация, то есть когда именно ваш офис и вас самих перемещают в какую-то иную локацию, в другую точку. Для тех же, кто владеет собственным делом, у вас идет ведущим арканом карта смерть. Это преобразование. В каком ключе? В связи с восьмеркой жезлов, и здесь у нас тройка жезлов, это для вас, могу сказать, как новая группа товаров, которые вы можете продавать. То есть действовать по принципу купил-продал.
ну, то есть быть официальным дистрибьютором какого-то продукта, товара, внедрять, может быть, новую услугу. Но так как у нас здесь восьмерка жезлов и тройка жезлов, это все-таки идет и речь о дистанционном или консультировании, или дистанционных продажах, когда люди могли у вас увидеть какой-то товар, который вы преподнесли, там, разрекламировали, и активно стали его приобретать. Финансовая сторона вопроса семерка жезлов. Я могу сказать, что это улучшение финансовой ситуации, потому что если пятерка жезлов у нас это борьба, то семерка жезлов это уже, знаете, прочно стоять на ногах и отстаивать, так сказать, свои возможности, свои границы. Единственное, о чем говорит семерка жезлов, что все равно того заработка, который к вам приходит, может быть недостаточно, но, по крайней мере, вы уже ощущаете прочно свои позиции и будете стремиться к тому, чтобы зарабатывать в разы больше. Вопросы состояния здоровья. Здесь по королеве мечей. Для девушек и женщин это ваш сигнификатор, поэтому здесь как прямой акцент уделить особое внимание вашему состоянию здоровья, как внутреннему, так и внешнему содержанию. А именно, может быть плановый чекап-лист, то есть осмотр. Далее, уделите момент на какие-то, знаете, особые ваши хронические заболевания, держать их под контролем. И, конечно же, это все, что может касаться пластической хирургии, косметологии, инъекционных методик, то есть все то, что так или иначе позволит вам себя преобразовать. Если смотреть ситуацию для мужчин, это, в принципе, обращение к врачу, как плановая диагностика, так и какие-то ургентные случаи или ситуации. И опять же, сама по себе королева мечей, ну, скажу так, это как незначительное какое-то хирургическое вмешательство. Ну, по принципу там удаление фурункула, или же, может быть, вопросы стоматологии, или ситуация, когда вы там шлифуете какой-то шрам, удаляете рубец. Ну, это элементарно, это может быть пересадка волос. Ну, то есть, да, это хирургическое вмешательство, но, как я говорю, частичного плана, то есть не такое там глубокое. В любом случае для вас это перемены, которые идут в позитиве, идут для вас, ну, знаете, как в приятном ключе и улучшают и самочувствие, и ваш внешний вид. По вопросам личной жизни. Здесь у нас паж монет. Это ситуация нового опыта, новых возможностей. Это понимание, знаете, того, а что, так можно было раньше? То есть для кого-то ваш партнер или партнерша могут открываться с новой стороны, как новая ипостась, как ощущать их по-новому, потому что здесь это принимать этот новый опыт, ну, использовать себе во благо. Конечно же, мы с вами сейчас раскроем эту карту для каждого из вас, потому что кто-то в отношениях, кто-то нет. И в первую очередь оценим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Здесь паж монет, аркан жрица и дно колоды девятка мечей. Есть переживания или страхи, что те, кто идут с вами в союз, могут относиться к вам в потребительском ключе. Не обязательно это материальная составляющая. Это желание, может быть, использовать как у вас бесплатное домашнее приложение для выполнения каких-то бытовых или повседневных задач. У кого-то, может быть, действительно материальная подоплека, когда вас используют, ваши ресурсы, ваши связи в своих целях. Поэтому здесь аркан жрица – это как быть темной лошадкой. Может быть, не раскрывать полностью себя, не открывать душу вашему избраннику или избраннице, дабы, скажем так, пока вы не поймете, не прощупаете истинные мотивы человека в отношении вас. Если смотреть ситуацию для тех, кто в любовном треугольнике, здесь паж монет и король жезлов – это проявление страсти, это ситуация, когда будете себя так вести, покажи мне делом, а не словом. Это также вопросы материальных аспектов, может быть, с вашей стороны там намек на материальную помощь, поддержку или какие-то там подарки, потому что, как ни крути, все-таки паж монет – это зачастую сигнификатор карты Альфонса или содержанки. Поэтому, да, энергии отношений в рамках января у вас могут отыгрываться в таковом ключе. И если вы у нас состоите в стабильном партнерстве, паж монет и тройка монет говорят о следующем. В первую очередь, это, знаете, как принимать для себя какой-то новый опыт в отношениях, даже если вы в союзе давно и там давно в браке. Например, стараться друг другу помочь, поддержать, взять на себя какую-то большую часть бытовых аспектов или решить ее при помощи наемного персонала. То есть облегчить быт и жизнь вашего избранника или избранницы. Плюс здесь может быть ситуация как совместных проектов. Начиная от вопросов зачатия, деторождения, завершая вопросами какой-то совместной деятельности или бизнеса. То есть то, что вас сплочает, делает вашу пару сильнее, и могу сказать так, гармоничнее. То, что касается совета и рекомендаций от карт. Здесь восьмерка монет.
Работать, работать и еще раз работать. Повторюсь, как самостоятельно, так или совместно, но основной посыл– это развивайте свои таланты, свои навыки, свой потенциал, потому что именно это сделает вас независимыми, самодостаточными, ну и в какой-то степени счастливыми, потому что финансовая свобода дарит вам ряд возможностей и ресурсов, позволяет в жизни достигать большего. Поэтому здесь акцент непосредственно связан на вопросах карьеры. Мы же, конечно, раскроем с вами неожиданность периода. Посмотрим, о чем здесь идет речь. Итак, птицы, луна, зеркало. И дно колоды карта рыбы. Ну, во-первых, для вас это может быть материальная помощь со стороны близких, финансовая поддержка. Опять же, птицы, луна, зеркало – это ситуация, когда кто-то из близких, из родственников, так сказать, птичка на хвосте принесла, да, нашептали, помогли, подсказали, где для себя найти новый ресурс, источник доходов, то есть как увеличить свои заработки, как их приумножить. Опять же, для некоторых это может быть вопрос как постоянного, так и временного сохранения ваших средств, ваших ресурсов у близких. Может быть, пока вы там в отъездах, переездах, у каждого по-разному. Но еще помимо всего прочего, если смотреть по этим арканам, это ситуация, когда будут преобладать эмоции. Эмоции радости, благодарности, желание благотворить, помогать другим, потому что вы понимаете, то, что вы несете в мир, то зеркально возвращается к вам. Возможно, вот это вот переосмысление очень многое поменяет в вашей жизни. В остальном же месяц легкий, комфортный и продуктивный. Пусть таковым и будет. Я для вас его так и закрою. А вы, пожалуйста, по прошествии месяца напишите, пожалуйста, как для вас отыгралась информация. Так сказать, дайте обратную связь. Буду признательна за коммуникацию и энергообмен. Если для вас актуальны личные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.